Всем привет! Анна Кубик. 25 ноября я посетила город красного кирпича, ткацкой промышленности и город, население которого когда-то давно стремительно росло и росло быстрее, чем в Мюнхене. Город, население которого в давние времена 70% составляло немцев, 20 евреев. А сейчас население уменьшается, безработица растет, а власти не влаживают средства в реконструкцию города. Название этого города — Лодзь. К сожалению, я увидела не так много, как хотела, потому что первый день, когда мы приехали, падал дождь, было очень холодно. Я не очень хорошо приготовилась на такую погоду. Зато 26 числа погода позволяла походить, погулять, но мы уже уезжали. Зачем я была в Лодзе? Был концерт Three Days Grace. Мне до сих пор болят мышцы. Вчера было намного хуже, и позавчера тоже. 30 тысяч шагов 25 числа того стоили. У меня нет слов, у меня одни эмоции. Каждый раз, когда я вижу своего любимого исполнителя, свою любимую группу, нет возможности не скакать и не орать, как последняя, ненормальная. А если еще выпить напиток с пузырьками, и даже два, хотя мне, если честно, даже одного хватит, у меня включается вот этот режим ненормальный. Но потом, когда все эти пузырьки выскакают, я все равно продолжаю веселиться. Люди оборачиваются, смотрят на меня, а я, кричащая во все горло, просто существую. У меня был билет на танцпол. Я очень рада, что я купила себе билет на танцпол, потому что я не могу сидеть на трибунах и просто смотреть и просто слушать. Мне надо выплеснуть всю свою энергию. Надо веселиться вместе с группой Three Days Grace. Честно, это было просто замечательно. И я с нетерпением жду нового концерта. Желательно в Польше. Я записываю предисловие уже после поездки, потому что я вставала в 5:30. Сил не было вообще, как и времени. И у меня дошли руки записать предисловие. Тоже не могу похвастаться тем, что я очень много сняла материала. Вылетела, из головы местами. Как я и сказала, встала я в 5:30. Выспалась ли я? Вопрос на засыпку. Автобус у нас был в 6:50, а уже в 8:40 мы были в Лодзе. Сзади нас сидел мужик, который очень громко храпел. Мы пришли в кофейню просто с замечательным сезонным меню. Если будете в Лодзе, бегите сюда. Себе я взяла горячий шоколад с малиной. Боже, как же это было обалденно. Дождь падает, и, скорее всего, он будет падать до самого вечера. Первые впечатления: красиво, разваленные дома, тоже были новостройки, когда мы только заезжали в город. Очень красивый центр, старенький. Сейчас мы ждем заселения в номер. Если честно, уже сил особо нет ни на что. Хотя я считаю, что моей обязанностью есть ходить и делать фотографии. И делать фотографии глазами. А уже вечером мы идем на концерт Three Days Grace. А в торговом центре «Мануфактура» новогодние приготовления уже в самом разгаре. Как же я обалдею от этого красного кирпича, ребята. В центре города доминирует здание в стиле неоренессанс, эклектика, неоклассицизм и необарокко. Вот ходишь, и глаза радуются. Хочется вернуться, хочется прикоснуться к этому еще раз. А также приготавливают ярмарку. В Варшаве уже есть. Были ли вы там?
А тут вы можете наблюдать пассаж Ружи. Это арт-инсталляция, созданная художницей Йоанной Райс. У меня даже получилось поспать. А на улице нас встретила прекраснейшая мгла. А потом еще и снег, который определенно падал до момента, когда мы вернулись. Я не знаю. Ждем такси, потому что, опоздали на автобус. На этом месте алкаши попросили нас сделать им фото, но мы сделали вид, что не слышим. Тактика прикинуться дебилом? Пользуйтесь, ребята. Боже, мы уже на месте. Я так испугалась этой толпы людей, потому что я думала, что мы будем стоять в очереди 100 тысяч лет. Кстати, мы пошли не в ту очередь. Но, на удивление, мы прошли очень быстро. Муравейчики собираются, и уже скоро это начнется. Яй! У нас случился жесточайший фликсбус момент. 6:40. Наш автобус опоздал на 2 часа. Но тут мы уже в пути на вокзал. Параллельно делаю фотографии, потому что надо. Ладно, что-то есть в этом городе. Хотя люди очень странные. Я бы не хотела тут жить, если честно. А вот и родной вокзал, кстати, который выглядит намного лучше, чем Варшава Заходня. Сонные и злые, но мы едем домой. Ура! Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я точно уверена, что я вернусь в Лодзь еще раз. Только уже надо более тепло одеться. Также в новом году я планирую ездить по концертам, хорошо проводить время. Ждите влоги, потому что они обязательно будут. Такое нельзя пропустить. Ставьте классы, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые интересности. Ама Кубик. Пока!